Здравствуйте! Сегодня с вами Школа Лакмус, я преподаватель Елена. Сегодня я вам расскажу, что же такое перспектива. И речь идет не о перспективе в работе или в жизни, речь идет о перспективе в рисунке. И, пожалуй, это самое простое и непонятное, что может быть. Вообще, это, конечно, парадокс. Все вы видели эти схемы с разъяснением точек схода, линии горизонта, и у меня на занятиях после разъяснения этих схем все послушно кивают головами, что все понятно. Но когда дело доходит до рисунка, понимание куда-то улетучивается. И именно сегодня я вам покажу эту связь, как применить знания о перспективе в рисунке. Поэтому сегодня, после этого видео, у вас отпадут все вопросы о перспективе раз и навсегда. Перспектива – это наука об изображении предметов на плоскости таким образом, каким их воспринимает наш глаз. Вау! А теперь попроще объяснение. Давайте разберем, как же наш глаз воспринимает предмет. Например, мы стоим на дороге на прямой трассе. Отдаляясь от нас, дорога начинает сужаться все дальше, все уже, и где-то там она сойдется в одну точку. Второй пример. Вы стоите у здания. Во всех точках здание одинаковое по высоте. Но почему-то тот торец здания, который ближе к вам, он выше, а тот, что дальше, почему-то меньше. Что это значит? Что, удаляясь от нас, предмет или часть его становится меньше. Именно этот принцип нужно передать в рисунке. Давайте представим, что это кубик здания, и мы стоим где-то здесь. В данном случае эта грань будет ближе всего к нам, поэтому по величине она будет самой большой. Вот эта грань и эта грань, они находятся чуть дальше, поэтому если мы сравним высоты, эти грани будут чуть меньше, чем та, что ближе к нам. Согласитесь, это ведь просто, правда? А теперь давайте разберемся с разновидностями перспективы. Первое – фронтальная перспектива с одной точкой схода. Это вот как раз та самая дорога, вы находитесь посередине нее и видите, как она вдали становится уже-уже, сходится в одной точке. Это и есть та самая точка схода. А где же она находится, эта точка схода, и как ее найти? Сейчас будут непонятные слова. Точка схода находится на линии горизонта. Линия горизонта – это не та географическая линия горизонта, это уровень ваших глаз. Данную перспективу мы используем тогда, когда предмет расположен непосредственно перед нами. Вторая – угловая перспектива с двумя точками схода. Это как раз то самое здание, когда вы видите его торец и длину. То есть у вас здание начинает уменьшаться в одну сторону и в другую сторону. В данном случае различие между фронтальной и угловой перспективой, посмотрите, когда предмет фронтально расположен перед вами, вы не видите ни левую грань, ни правую грань, а вы видите только одну грань, максимум можете либо нижнюю, либо верхнюю грань видеть. А угловая перспектива, когда у вас уже раскрываются две грани. Есть еще третий вид перспективы – трехточечная. Она применима в том случае, когда вы находитесь на высоте птичьего полета или здание очень высокое. В этом случае у вас здание начинает уменьшаться влево, вправо и по вертикали. А так как мы рисуем предметы, они по величине небольшие, поэтому в рисунке чаще всего мы используем угловую перспективу с двумя точками схода. Теперь следующий и очень важный вопрос, как же применить эти знания в рисунке. Давайте начнем с того, как же предмет расположен относительно уровня наших глаз, то есть линии горизонта. Возвращаемся к той же самой дороге. Сама по себе дорога, ее полотно находится ниже уровня ваших глаз, и линии дороги стремятся вверх к линии горизонта. Или то же здание. Верхняя часть здания расположена выше линии горизонта, и горизонтальные ребра будут стремиться вниз. Нижняя часть здания расположена ниже, и горизонтальные ребра будут стремиться к линии горизонта вверх. Пожалуй, самая главная сложность передачи перспективы в рисунке – это то, что линия горизонта и точки схода находятся далеко за пределами вашего листа. Давайте попробуем поперемещать кубик относительно уровня наших глаз. Вот кубик находится выше уровня наших глаз, и горизонтальные ребра стремятся вниз, они не параллельны, они не расходятся, они радиально стремятся пересечься в точке схода. И если мы сейчас сравним величины вертикальных ребер, то ближайшее к нам ребро, оно будет больше, чем те, что дальше. То же самое происходит, когда кубик расположен ниже уровня наших глаз.
То есть горизонтальные ребра стремятся к линии горизонта и пересечься в точках схода. То есть они, опять же, не параллельны, они не расходятся, они радиально стремятся пересечься в точке схода на линии горизонта. Когда на рисунке горизонтальные ребра расходятся, то такую перспективу называют обратной. В таком случае рисунок вызывает ощущение дисгармонии. Складывается впечатление, что предмет как бы разворачивается на нас, то есть отдаляясь от нас, он не уменьшается, а увеличивается. Кстати, есть примеры использования обратной перспективы в рисунке. Иконописцы древних христианских книг были убеждены в несовершенстве человеческого зрения из-за ее плотской природы. Поэтому на иконах мир изображали не таким, каким его воспринимает наш глаз, то есть отдаляясь уменьшается, а таким, какой он в реальности. То есть все стороны кубика равны. Итак, проанализировали, запомнили, отлично. А теперь давайте закомпонуем кубик в листе. Кубик на весь лист. В данном случае линия горизонта и точки схода находятся далеко за пределами листа. Что делать в таком случае? Включать воображение и замерять углы. Замерять, замерять, замерять и еще раз замерять. А как замерять и вообще для чего нужны замеры, я вам расскажу в следующем видео. С вами была перспективная Елена. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, комментируйте посты, а также подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Всем пока! Замечали? Вот кубик. Как же применить знания в рисунке? Они радиально стремятся пересечься.